Привет всем, кто сейчас на канале «Жизнь женщин». Давайте поговорим о чувствах и эмоциях, которые вы испытываете, но не можете объяснить. Не находите нужных слов, чтобы описать свои ощущения. Ни для кого не секрет, что эмоции играют важную роль в нашей жизни. Общаясь с людьми, наверняка можно заметить, что люди по-разному проявляют эмоции и делятся своими чувствами. Эмоции– это адаптивный механизм, который заложен в нас природой для оценки ситуаций. Эмоциональная оценка происходит очень быстро, здесь не примешивается разум и логика. Ведь логически можно объяснить все, что угодно и привести кучу всяких рациональных доводов. Графический дизайнер и редактор Джон Кенник создал словарь необъяснимой печали. Он попытался подобрать наиболее подходящий термин, чтобы описать эмоции, для которых требуется долгое объяснение. Сондер. Осознание того, что у каждого прохожего жизнь столь же яркая и сложная, как и у вас, наполненная их собственными амбициями, друзьями, рутиной, тревогами и врожденным безумством. Случалось ли вам почувствовать, что каждый из случайных прохожих– отдельный человек, живущий такой же насыщенной жизнью, в которой есть семья, друзья, проблемы, переживания, стремления и заботы? Это чувство и называется сондер. Опия. Неоднозначное сильное чувство, возникающее, когда вы смотрите кому-то в глаза, ощущая себя одновременно навязчивым и уязвимым. Монакопсис. Еле уловимое, но настойчивое чувство, что вы находитесь не на своем месте. Иному. Горечь и радость от того, что вы попали в будущее, увидели, как все обернулось, но не можете рассказать об этом себе в прошлом. Великор. Странная ностальгия по старым книжным магазинам, заполненных тысячами старых книг, на которые у вас не было времени, каждая из которых заперта в своей эпохе, связанная и датированная, заклеенная бумагой, как старая комната, покинутая автором много лет назад. Рубатосис. Беспокойное состояние, которое возникает, когда человек начинает чересчур сильно концентрироваться на собственном дыхании или сердцебиении. Кенопсия. Жуткая, покинутая атмосфера места, которое было обычно переполнено людьми, а теперь оно заброшенное и тихое. Школьный коридор вечером, неосвещенный офис на выходных, пустая ярмарка, эмоциональное остаточное изображение, из-за чего место кажется очень пустым. Мауэр, Бауэр, Траур, Рикейт. Необъяснимое желание оттолкнуть людей, даже самых близких друзей, которых вы любите. Джоуска. Гипотетический разговор, который вы навязчиво воспроизводите в своей голове. Обычно мы это делаем, когда мечтаем о чем-то, о свидании с объектом влюбленности или о важном разговоре с начальником. Крайсайлизм. От латинского крайсайлис– куколка, обозначающего одну из стадий развития бабочки. Это ощущение блаженства, покоя и защищенности, например, когда находишься в теплом и сухом доме, а за окном бушует гроза. Когда вы слушаете, как волны дождя стучат по крыше, как ссора, слышимая наверху, чьи приглушенные слова неразличимы, но чей шум высвобождает накопившееся напряжение, которое вы прекрасно понимаете. Вемодален. Ощущение от невозможности уникально запечатлеть какой-то объект или пейзаж. Досада от фотографирования удивительного места, зная, что тысячи таких же фото уже существуют. Например, вы восхищаетесь закатом и хотите, чтобы подписчики прониклись тем же чувством. Анекдох. Разговор, в котором все говорят, но никто не слушает. Эллипсизм. Чувство печали, когда человек не узнает, как обернется история, вдруг понимает, что не увидит будущего. Например, дед понимает, что внуки вырастут уже без него. Лакисизм. Желание оказаться жертвой катастрофы, выжить в крушении самолета или потерять все в пожаре. Куебико. Состояние истощения, вызванное актами бессмысленного насилия. Эксулансис. Склонность отказываться говорить об опыте, так как люди не способны этого понять. Адронитис. Разочарование от того, как долго требуется времени, чтобы узнать кого-то. Руки хунхуры.
Если мы отправились в долгую поездку, которая целиком и полностью захватила нас, то мы начинаем забывать о родном доме. И наоборот. Спустя время, находясь дома, мы осознаем, что чувства притупились, и все воспоминания начинают стираться из нашей памяти. Нодус толленс. Осознание того, что сценарий вашей жизни уже не имеет для вас смысла. Онизм. Разочарование от того, что вы вынуждены находиться в одном теле, которое занимает только одно место во времени. Представьте, что вы находитесь перед экраном с отправлением рейсов в аэропорту, на котором мелькают странные названия мест, например, паспорта людей, каждый из которых представляет еще что-то, что вы никогда не увидите до самой смерти. И все из-за того, что, как указывают стрелки на карте, вы находитесь здесь. Либеросис. Желание как можно меньше переживать о различных вещах. Когда мы становимся взрослее, нам приходится брать на себя все больше ответственности. Нам хочется ослабить хватку к жизни, чтобы перестать оглядываться каждые несколько шагов. При этом мы желаем играть в свою собственную жизнь, как волейбольный мяч, который хочется с легкостью удерживать в воздухе всего лишь несколькими касаниями. Альцшмерц. Утомление от одних и тех же проблем, которые у вас всегда были, тех же самых скучных недостатков и опасений, которые терзали вас годами. Окхиолизм. Осознание крошечности ваших перспектив. Люди пытаются передавать свои чувства, ощущения и при помощи слов, и при помощи рисунков. Смайлики – прямое тому подтверждение. Сердечный червь. Отношения или дружба, которые вы не можете выкинуть из головы, о которых вы думали, что они давно затухли, но которые до сих пор живы и не закончены, как покинутый лагерь, чьи тлеющие угольки все еще могут разжечь огонь в лесу. Анимоия. Ностальгия по временам, о которых вы никогда не знали. Представьте, что вы переступили через рамку в коричневый туман, где вы можете сидеть в стороне дороги и наблюдать, как проходят местные жители, жившие и умершие до того, как кто-либо из нас прибыл сюда, кто спит в тех же домах, что и мы, смотрят на ту же луну, дышат тем же воздухом, чувствуют ту же кровь по венам и живут совершенно в другом мире. Мал де Куку. Явление, при котором у вас активная социальная жизнь, но очень мало близких людей, друзей, которым вы можете доверять, с которыми вы можете быть самой собой, которые могут избавить вас от всех психологических токсинов, накапливающихся со временем. Это форма острого социального недоедания, при котором даже если вы съедите все в буфете, у вас все равно будут приступы голода. Кайросклероз. Момент, когда вы понимаете, что вы сейчас счастливы, сознательно пытаясь насладиться ощущением. Паро. Чувство, что бы вы ни делали, это всегда неправильно, что любая попытка комфортно пройти через этот мир закончится пересечением невидимого табу. Ригор Самса. Психологический экзоскелет, который может защитить вас от боли и сдержать ваши тревоги, но всегда трескается под давлением или опустошается временем и снова вырастает, пока вы не выработаете более умную эмоциональную структуру. Гносиен. Момент осознания, что у кого-то, кого вы знали годами, все еще есть личная и загадочная внутренняя жизнь. И где-то в коридорах его личности есть дверь, запертая изнутри, лестница, ведущая в крыло дома, которое вы никогда полностью не исследовали. Катоптрик тристессе. Печаль, что вы никогда по-настоящему не узнаете, что другие люди думают о вас, будь то хорошее или плохое. Мимеомия. Разочарование от понимания того, как легко вы совпадаете со стереотипом, даже если не хотите этого, даже если это несправедливо, даже если каждый чувствует так же. Семафоризм. Подсказка в разговоре, когда вы хотите сказать что-то личное на тему, но не идете дальше. Сопереживающий кивок, недосказанный анекдот, таинственное «я знаю это чувство», которое вы вставляете в разговор, как маленькие флажки, предупреждающие, что что-то закрыто под поверхностью.
фата органа. Вспышка настоящей эмоции, промелькнувшей у кого-то сидящего в комнате. Ксено. Самая маленькая измеряемая единица человеческой связи, обычно обмениваемая между проходящими незнакомцами. Флиртующий взгляд, сочувствующий кивок, совместный смех, связанный со странным совпадением, беглые случайные моменты, которые все же содержат сильные эмоциональные составляющие, которые смягчают симптомы одиночества. Авенуа — желание, чтобы воспоминание протекало в обратном направлении. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, и не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик. А я благодарю вас всех за лайки, репосты и отзывы. До новых выпусков. Пока-пока.